Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True History Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Убийство Кеннеди. Действующие лица и исполнители». В фильме участвуют Юрий Павлов, Мария Заблоцкая и другие. В предыдущей серии мы рассказывали, как и почему искажался последний час нахождения Освальда на свободе. Но все это, как говорится, еще цветочки, ведь, среди прочего, Ли также был обвинен в убийстве патрульного полицейского. Вы видите официальную реконструкцию хода событий. Свидетель Бенавидес сразу же после стрельбы связывается по рации с полицейским диспетчером. А это уже он сам, улыбаясь, рассказывает в деталях подробности происшествия, как будто бы это не он, а кто-то другой вместо него появился только к шапочному разбору, в силу чего, как свидетели, его никто изначально даже и не рассматривал. Видел полицейского, лежавшего на земле, стрелявшего не видел, записано с его слов детективом Ливеллом. На месте происшествия остались 4 гильзы, 2 марки Вестерн и 2 Ремингтон. Однако впоследствии из тела полицейского были извлечены 3 пули марки Вестерн, и только одна принадлежала компании Ремингтон. Дискуссии о причинах такого несоответствия продолжаются до сих пор, хотя в вопросе вины или невиновности Ли Харви Освальда не это является определяющим. Забытым осталось главное, что Вестерн Вестерну тоже рознь. И первыми в мире об этой разнице прямо сейчас узнаете вы и только вы, подписчики и зрители нашего телеканала. Не забывайте подписываться на наш канал. В барабане пистолета Ли Харви Освальда, изъятого у него при задержании, находились патроны Western Specials, и такими же были гильзы, оставленные убийцей Типпета. Именно оставленные, поскольку патронами этой марки он при стрельбе не пользовался. Экспертиза установила, что полицейский убит был 3 пулями марки Western Winchester, а они отличаются от чисто Western не только по отдельным характеристикам, но также по маркировке. Вот она, и ее нельзя перепутать с Western. Итак, убийца сознательно оставлял следы, ведущие к пистолету Освальда. И 1000 раз прав был он сам, когда выкрикнул задававшим вопросы ему журналистам: «Я просто козел отпущения». Но и это еще далеко не все. Марка Western Winchester разработана была эксклюзивно для полиции, так что патронами именно этой марки заряжены были Смит-Вессоны всех далласских полицейских. В итоге выходит вот что. В Типпета стрелял не Освальд, а кто-то из хорошо знакомых ему коллег по профессии. Что, собственно, и позволило убийце с такой легкостью избежать ареста, успешно направив погоню совершенно в другое русло. Не забывайте подписываться на наш канал. Следующий акт драмы разыгрывался в кинотеатре «Техас». Туда полицейских привел сигнал о том, что подозрительный тип будто бы проник в кинозал без билета. Правда, и тут присутствует небольшой нюанс. Непрошенный гость каким-то волшебным образом, прямо как дух, должен был просочиться мимо кассирши и билетера, что было практически невозможно. Но свидетель, наблюдавший издалека продавец соседнего обувного магазина по фамилии Бревер, настаивал на своем, поэтому ему предоставили возможность вместе с билетером заняться поисками в кинозале, где было всего лишь порядка 15 человек и около 10 еще на балконе. Однако ни там Бревер подозреваемого найти не смог. Тем не менее, он все-таки настоял, чтобы кассир позвонила в полицию. В многочисленной группе патрульных, примчавшихся в кинотеатр, был полицейский Макдональд, начавший с обыска 2 парней недалеко от киноэкрана, после чего он направился прямо к Освальду. Почему к нему? По горячим следам Макдональд сообщил журналистам, и это было опубликовано, что на Освальда ему указал зритель, сидящий где-то в центре зала. Затем эта деталь навсегда исчезла абсолютно из всех последующих заявлений и показаний Макдональда.
И точно так же, будто бы корова языком слезала список посетителей кинотеатра на тот момент, хотя его составляло сразу несколько полицейских. И, что еще более поразительно, ни одного из них не удалось отыскать тогда жадным до сенсаций журналистам. Свидетели явно не испытывали желания говорить то, что противоречит официальной версии. В том смысле, что, по словам билетера, Освальд появился в кинотеатре еще до того, как кто-то убил полицейского Типпета. И даже чуть позже покупал у него попкорн. Что привело Освальда в кинотеатр? Можно с уверенностью сказать, что некто, скорее всего Джек Руби, рекомендовавший Освальду на всякий случай уйти с работы, с тем, чтобы переждать или подождать кого-то в кинотеатре, знал, что посылает его в ловушку. Особенное значение приобретает тут пистолет. Домохозяйка клялась, что в квартире Освальда его не было. Значит, он появился опять-таки не случайно. Его наличие гарантировало, что Освальд будет пытаться избежать задержания, что создавало повод застрелить вооруженного преступника при попытке к бегству, а затем навесить все на него. За Освальдом следили в кинотеатре, но появление там полиции было неожиданным. Он должен был быть убит на улице. Вот только план дал сбой. Не забывайте подписываться на наш канал. Целых 2 дня после этого Ли допрашивали. В юридической практике такого масштаба эти допросы в какой-то степени можно назвать и считать уникальными, ибо аудиозаписи не производились, стенографистка не присутствовала, протоколы не составлялись и не подписывались. Другими словами, что бы ни говорилось там, ничего из сказанного невозможно было бы использовать на суде. Следователь, капитан Фриц, казалось, заранее знал, что никакого суда не будет. Впрочем, чего ж казалось? Он сделал максимум возможного для того, чтобы так и произошло. Освальда должны были содержать в городской тюрьме, но именно Фриц на 2 суток оставил его в полиции, вопреки настоянию прокурора и шефа полиции Джесса Керри. А когда давление на него усилилось, организацию перевоза взял на себя, хотя это была компетенция окружного шерифа, при этом отвергнув поползновение вывести Ли тайком, не проводя его через строй журналистов. Шагавший сзади за Освальдом детектив Монтгомери на следствии заявил, что капитан лично просил его пресекать любые попытки Освальда к бегству, которые были просто исключены. Ли приковали наручниками к детективу. Зато, вопреки общепринятой практике, Ли не прикрыт был спереди. И, наконец, Фриц лично скомандовал выводить заключенного, когда машина для перевозки еще не прибыла. Вы знаете, если бы машина стояла на том месте, где, как нам сказали, стоять должна, скажет впоследствии детектив Ливелл, она стояла бы прямо там, откуда Руби в него выстрелил. Очень показателен, между прочим, момент убийства. Как правило, часть кадра здесь обрезается, поэтому зрители не видят, как реагирует на происходящее капитан Фриц. Давайте мы сейчас посмотрим на это внимательно. Вот в 2 метрах от него раздается выстрел, и тотчас в эту сторону переключается внимание его собеседника. Точно так же, как всех других, что были тогда в подвале. Полицейские набрасываются на Джека Руби, пытаясь вырвать у него пистолет, но капитан, только когда свалка перемещается в его сторону, слегка поворачивается туда, выставляя руки. Не кажется ли вам, что он точно знает, что именно происходит там? Когда Освальда выводили из лифта, можно сказать, что в последний путь, детектив Ливелл решил сострить. Ну, парень, если сейчас кто-то начнет стрелять, главное, чтобы он не задел меня. Арестованный в ответ только расхохотался. Вы чересчур мелодраматичны. В меня стрелять точно никто не станет. Ну а если вдруг, настаивал детектив, что ты тогда будешь делать? Капитан Фриц сказал, чтобы я держался поближе к вам, и я собираюсь последовать его совету. Уже через несколько минут ему предстояло убедиться, насколько он был неправ, испытывая доверие к капитану Фрицу, и непростительно заблуждался в самоуверенности, думая, что никто не пожелает его убрать. Не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за внимание к нашим фильмам. Оно, как и ваше мнение, очень важны для нас. Мы рады видеть вас в числе подписчиков, советчиков, спонсоров, консультантов.
Обязательно оставляйте свои оценки, лайки или дизлайки. Пишите пожелания в комментариях или же отправляйте их на e-mail. Предлагайте, что бы еще вы хотели увидеть в будущем. Мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч на этом телеканале.